Привет, друзья! Сегодня в Германии и мире столько событий, что пропустить их невозможно. Сначала о том, что в Берлине заговорили о новых налогах и перераспределении денег, и это может изменить бюджет страны. Потом интересная новость о том, как Маск, Цукерберг, Безос и Альтман соревнуются в создании суперкомпьютера и развитии искусственного интеллекта. А еще я разберу, почему в самом Бундестаге решили открыть зал для йоги и пилатеса прямо на рабочем месте. Невероятно! И, конечно, вас ждут подробности заявлений Фридриха Мерца о переговорах с Соединенными Штатами Америки и квотах на сталь, а также разговор о том, станет ли оборонная промышленность локомотивом экономики Германии. Это видео обо всех главных темах простыми словами. Смотрите до конца и напишите, что вы думаете о каждом из этих событий. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал прямо сейчас. Впереди самые интересные подробности. Итак, социал-демократы усилили публичное заявление о необходимости повысить налоги, особенно на цифровые услуги и доходы самых богатых. Они предупреждают, в бюджете на 2026 год образовалась серьезная финансовая дыра, которую не получится закрыть только за счет сокращения расходов. Бременский мэр отметил, доля сборов от налогов в экономике сейчас на 1% пункт ниже уровня до пандемии. Он предлагает ввести цифровой налог на крупные платформы по примеру других стран и таким образом компенсировать потери от невыгодных внешнеторговых соглашений. А бундестаговец Ральф Штегнер подчеркнул, нельзя считать повышение налогов табу. Если правящая коалиция предлагает социальные сокращения и одновременно исключает увеличение доходов, создается дисбаланс для правительства и страны. Он напомнил, что при прежних политиках ставка налога для сверхдоходов доходила, внимание, до 56%. И такие меры не приводили к разрушению экономики. Противостоят этому в первую очередь представители блока ХДС-ХСС. Они настаивают, что правительство должно экономить, а дополнительные сборы создадут преграды для роста и инвестиций. По их убеждению, бюджетные пробелы следует закрывать целыми сокращениями и структурами реформ, а не новыми налогами. Финансовый министр из СДПГ Ларс Клинболь, впрочем, дал понять, что налоговые изменения не исключены, если альтернативы не сработают и денежный дефицит останется. В партии также обсуждают идею повысить налог на наследство и богатство, как вопрос справедливости и перераспределения. А дальше любопытная новость. Илон Маск, Марк Цукерберг, Сэм Альтман и Джефф Безос соревнуются в развитии технологий искусственного интеллекта. Они вкладывают огромные средства в создание сверхмощных дата-центров и вычислительных комплексов. Это начальный этап того, что уже называют новой технологической эпохой. В центре этого противостояния компания NVIDIA. Ее чипы становятся главной платформой для запуска и обучения моделей искусственного интеллекта. Руководители крупнейших технологических корпораций строят свои будущие амбиции именно вокруг производительности этих систем, делая NVIDIA стратегическим партнером и поставщиком вычислительной мощности. Эксперты предупреждают, стоимость создания и поддержки такой инфраструктуры может достигнуть триллионов евро. По сути, создается глобальная технологическая эпоха, где успех зависит не только от алгоритмов, но и от материальных ресурсов, которые компании могут мобилизировать. Для главы отрасли компании это принципиальный бой за влияние. Неважно, кто из них предложит лучший искусственный интеллект продукт, решает мощность и стабильность вычислений. А амбиции этих миллиардов от автономного транспорта до продвинутых чат-ботов нуждаются в постоянном апгрейде серверов и энергетических ресурсов. Таким образом, начинается новая эра не политическая и не военная, а технологическая и научная. Мир вступает в период, где контроль над инфраструктурой искусственного интеллекта становится ключевым активом, а лидеры гонки получают не только влияние над рынками, но и над будущими социальных систем. И это еще не все. Бундестаг запускает необычный проект. Уже с февраля 2026 года сотрудники административной службы смогут посещать курсы йоги и пилатеса. Это предложение – ответ на растущий уровень стресса среди работников парламента. Это довольно необычно.
Занятия пройдут в здании Мария Элизабет Людерсхаус, где будет организован специально оборудованный зал с ковриками. Участие платное, 30 евро за 15 занятий оплачивает сам сотрудник. Абсолютно все депутаты Бундестага и их помощники от участия исключаются. Предложение рассчитано только на сотрудников канцелярии и технических служб. Занятия включают дыхательные практики и физические упражнения, асаны и пранаямы в йоге, а также пилатес на мышцы кора, спины и живота. Цель – это помочь сотрудникам научиться справляться с напряженностью и сохранять здоровье. Проект запланирован на 4 года, с 2026 по 2030 год. Пока неизвестно, сколько всего средств будет потрачено, окончательное решение примет комиссия по тендерам, выбрав самое выгодное предложение. Организаторы говорят, что важны признанные методы профилактики. Я напомню, что ранее Бундестаг уже предлагал своим сотрудникам спортивные активности от карате до волейбола, однако йога и пилатес выходят за рамки привычных норм, акцентируя внимание на решении психологического и физического состояния в условиях напряженной офисной работы. Таким образом, парламент пытается не только повысить эффективность труда, но и заботиться о благополучии персонала, признавая напряженность серьезной проблемой для здоровья и продуктивности. А дальше важная новость, которая касается экономики Германии. В выступлении в Саарбрюкене федеральный канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Европейский Союз намерен вести переговоры с Соединенными Штатами Америки о квотах на экспорт стали. Речь идет о попытке согласовать такие объемы экспорта, которые не будут облагаться чрезмерными пошлинами, особенно в свете недавнего подписанного торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки с базовой ставкой, напомню, 15%. Но с сохранением 50% тарифа на сталь и алюминий. Мерц описал соглашение как болезненный компромисс для европейской промышленности, однако отметил, раздувать торговый конфликт сейчас было бы не в интересах Европы. По его мнению, последствия от эскалации были бы гораздо хуже для европейской экономики, нежели от текущих уступок. Теперь главная задача – это проработать мелочи сделки, включая детали по квотам, какие объемы продукции можно будет экспортировать без высоких пошлин и как это все будет распределяться между странами. Переговоры, по словам Мерца, должны быть сконцентрированы на ключевых отраслях, таких как авто, цемент и металл, а не путаться в деталях сотен кодов. Он подчеркнул, Евросоюз шагнул вперед, но теперь необходим диалог, где важна оперативность и прагматизм. Для него важно доверить технические элементы сделки экспертам и ускорить процесс, чтобы уступки были минимальны, а эффект максимальный. А дальше еще одна новость, можно сказать, объединенная из двух тем. Министр экономики Катарина Райхе заявила, что оборонная промышленность стала сегодня ключевым элементом устойчивости экономики. По ее словам, возможность защитить страну – это неотъемлемая задача, и для этого нужны инвестиции в производство вооружения. Катарина Райхе подчеркнула, что этот сектор демонстрирует значительный рост и технологический прогресс, особенно важный на фоне общей слабости экономики. На предприятии КНДС, производящей боевые танки, напомню, «Леопард-2», министр вспомнил о прошлые времена, когда оборонный сектор недооценивали. Сейчас он способен внести вклад в возвращение промышленного потенциала. Однако экономисты выражают скептицизм. Они предупреждают, что вложения в оборонку дают низкую отдачу. С каждого вложенного евро возвращается не более пол-евро экономического эффекта. При этом инвестиции, например, в инфраструктуру или образование могут принести в 2-3 раза больше пользы. Тем временем растет и спрос на рабочие места в оборонной отрасли. Количество вакансий увеличилось, внимание, на 40% по сравнению с довоенным уровнем. Особенно востребованы технические специалисты, инженеры и IT-специалисты. Сторонники отрасли отмечают, если перевести высвободившиеся мощности автомобильной промышленности на оборонные задачи, экономика может получить максимум эффективности. Исследователи уверены, при увеличении расходов на оборону до 3-3,5% от ВВП рост экономики может составить до 1,5% ежегодно и создать десятки тысяч рабочих мест. В результате министры рассматривают оборонную промышленность не только как гарантию безопасности, но и как драйвер модернизации. Однако экономисты категорически
Прежде чем вкладывать крупные суммы, нужно оценить эффективность и учитывать будущие риски в социальную отдачу. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.